Для создания такой розы нам понадобится, конечно, сам отпечаток листа, файлик, проволока, резак, холодный фарфор, масляные краски желтый и розовый хинокридон. Также понадобится фольга для основы. Я нарисовала необходимые размеры. Самый крупный лепесток, поменьше и самый маленький. Плюс размер основы из фольги. Для основы берем проволоку, обязательно делаем петельку и начинаем из фольги формировать капельку нужного размера. Также в холодный фарфор необходимо добавить небольшое количество зефирной глины. Она выбелит немного холодный фарфор и уберет при высыхании эффект блеска и определенной пластики у холодного фарфора. На такую розу уйдет приблизительно 8 или 9 лепестков. Отдельно будем делать середину из простой полоски. Затем 3 лепестка самого маленького размера, 3 лепестка покрупнее размера. И из самых крупных можно делать 1 или 2 лепестка. И мне еще очень нравится, когда розочка заканчивается вот таким вот маленьким завядшим лепестком, поэтому его мы тоже попробуем сделать. Подготовили основу из фольги. Обязательно ее обтягиваем или холодным фарфором, или зефирной глиной, для того, чтобы лепестки лучше крепились и заодно сгладилась форма фольги. Тщательно прижимаем. Прокручиваем в руках. Чтобы не было трещин и больших вмятин. И оставляем. Заранее я подготовила, уже вырезала листы первого слоя. Их делаем 3. И вот такую вот полоску для самой серединки. Раскатываем очень тонко и обязательно дополнительно истончаем края. Видите, насколько тонкие. И аккуратно снимаем. Первый слой мы никак не будем изгибать лепестки. То есть только та форма, которая у нас отпечатается на листке. И серединку. Берем наш отпечаток и выкладываем именно с краю. В данном случае нам не нужен вот этот изгиб. Сильно так. Выложили. И придавили. И в таком положении оставляем хотя бы минут на 10.
Нашу серединку, вот эту вот линию, мы сразу будем тонировать. Я развела краски, немножечко желтого и розовый хинокридон. Берем кисточку и окрашиваем немножечко самый край. С одной стороны добавили желтого и с другой стороны максимально до середины желтым. И теперь самый край сначала активно розовым и делаем мягкий переход с одной стороны и с другой стороны. То есть лепестки мы не будем ждать, пока они полностью высохнут. Мы их тонируем и приклеиваем. Сейчас заворачиваем трубочку. Немного клея и приклеили. Для удобства прикрепления к основе мы разрезаем на несколько частей. Берем основу. Клей почти закончился у меня. И смазываем самую макушку. Распределяем разрезанные части и прикрепляем. За счет того, что у нас все сырое, оно хорошо распределяется и прикрепляется. Можно сделать еще одну полоску для того, чтобы была более широкая середина. Давайте снимем. Любую хаотичную форму изогнутого прямоугольника можно. Истончаем край. Снимаем. Немножко, конечно, подсушить, иначе сейчас все прилипнет к салфетке. И таким же образом подкрашиваем
немного желтого с одной и с другой стороны. И края активным малиновым цветом. И растерли. Немного клея. И начинаем дополнительно оборачивать нашу серединку. И обязательно основание сглаживаем, придавливаем. Теперь тонируем листики по такому же принципу. То есть пока все у нас сырое. С одной стороны, с другой стороны самый край. Очень мягкий цвет. Прям такой прозрачный. И розовый. Сначала края активно. Немного цвета на желтый. И растерли. С одной стороны. И с другой. После того, как наша роза высохнет, мы можем дополнить цвет, пройдясь по лепесткам более активно. Поэтому сейчас мы создаем первоначальный оттенок. Сделали 3 лепестка. И сейчас будем приклеивать каждый по отдельности, оборачивая нашу основу. Почти до половины мы делаем клеем. Берем основу. И лепестки этого ряда чуть выше серединки. Приложили.
центр еще тоже немного. Приложили. И вот таким вот образом обтянули плавно. Внизу тщательно прижимаем, чтобы у нас сильно не было видно край лепестка. Проходим клеем немного крылышки и прижимаем их. Один лепесток. Это что такое? Второй лепесток. Будем клеить чуть-чуть в сторону, но таким же образом внахлёст. Так, придавили по центру и загнули. Вот таким вот движением обернули. Крылышки. И третий лепесток. Также немного нахлёст на первый. По такому же принципу делаем второй ряд, заготовку, 3 лепестка. Лепестка третьего размера. И мне очень нравится, когда розочка заканчивается вот таким вот маленьким лепестком, мятым. Можно даже подвядший его сделать, но это не обязательно. Итак, делаем все то же самое. Промазали клеем небольшим слоем.
И начинаем прикрывать. То есть все на одном уровне. Прижали и закрыли. Прошлись бока. И приклеили. Один. Второй. Теперь уже практически прикрывая соседний по центру и обтянули. Вот в этой вот части, где начинается шарик, мы тщательно стягиваем, чтобы получился треугольник. Второй и третий. Хорошо основание сглаживаем, чтобы не было складок. Теперь у основания каждого лепестка можно добавить зеленого оттенка, очень мягкого. И приклеиваем наши большие лепестки. Их я специально сушила на основе. Здесь уже смазываем только основание. И смотрим, куда будет интереснее лепесток. Можно один сделать еще частично закрытый, а второй уже раскрытый. И изгибаем.
И, допустим, вот с этого бока и немного пониже. И самый маленький. Так, с этой стороной. Прикладываем вот сюда, вот между соседними. И в таком положении оставляем сохнуть.